Всем привет, дорогие друзья! Это канал True Kitchen. Сегодня я покажу вам, как лепить вареники, а также как приготовить идеальное тесто для них. Идеальное для вареников тесто, приготовленное на кипятке. В таком случае вареники получаются нежными и легко переносят заморозку. Для приготовления теста нам понадобится 150 мл кипятка, 2 столовые ложки подсолнечного масла, пол чайной ложки соли и 250 грамм пшеничной муки. Добавляем соль в воду и доводим ее до кипения. Тем временем делаем в муке лунку. Добавляем туда 2 столовые ложки масла. Аккуратно перемешиваем. Начинаем вымешивать тесто, постепенно добавляя горячую воду. Вымешиваем сначала ложкой, затем начинаем вымешивать руками. Вначале тесто очень горячее, но именно сейчас его нужно хорошо вымешать. Тесто должно получиться нежным и гладким. Затем перекладываем тесто на стол, не присыпанное мукой, и вымешиваем его, пока оно не станет гладким и однородным. Как видите, тесто вообще не липнет к столу и к рукам. Затем формируем шар, кладем в миску и накрываем его чистым сухим полотенцем. Даем ему остыть полчаса. Пока наше тесто отдыхает, займемся начинкой. Нам понадобится картофель и лук. Чистим и моем их. Лук нарезаем мелким кубиком. Картофель нарезаем крупными кусками. Сейчас мы будем варить из него пюре. Ставим вариться картофель и сейчас будем жарить лук. Лук жарим до золотистого цвета. Наш лук готов. Скидываем его на сито. Картофель варим до готовности. В моем случае это примерно 12-13 минут. Когда картофель доварился, сливаем с него воду. Затем давим ее. Затем добавляем в нее жареный лук, сливочное масло, грамм 20, немного молотого черного перца, солим по вкусу и тщательно перемешиваем. Начинка для наших вареников готова. Теперь нужно подождать, пока она остынет. Пока у нас остывает начинка, нам нужно обмять тесто. Делаем это таким образом. В верхней части теста делаем углубление и начинаем постепенно защипывать. Когда мы защипываем тесто, вдавливаем его в середину. И таким образом продолжаем до того момента, пока у нас не будет идеально гладкая вот эта сторона. Тесто теперь идеально гладкое, можно приступать к работе. Отрезаем небольшой кусок от общей массы и начинаем раскатывать тесто. Как видите, раскатывать его можно без присыпки, оно не липнет к столу вообще. Раскатываем до толщины примерно в 1 мм. Когда мы раскатали тесто до нужной толщины, начинаем вырезать кружочки. Убираем лишнее тесто. Выкладываем начинку по центру наших кружков, примерно по чайной ложке. Дальше берем кружочек нашего теста и начинаем защипывать края. Вот таким образом. Дальше покажу, как делать красивые края. Берем пальцем краешек теста, заворачиваем и придавливаем. Дальше берем снова тот же краешек, заворачиваем и придавливаем. Нужно придавить достаточно хорошо, чтобы тесто немножко растянулось. И дальше продолжаем в том же духе, заворачивая тесто от одного края в другое. Таким образом, у нас получается очень красивый вареник. Вареники выкладываем в подготовленную заранее форму, застеленную пергаментом, для того, чтобы они не прилипли к дну на определенном расстоянии друг от друга. Ну вот и все, вареники мы слепили. В свежем виде они варятся примерно 2-3 минуты, а если их хорошенько заморозить, они будут вариться примерно 7-8 минут. Доводим воду до кипения, подсаливаем.
И сбрасываем наши вареники. Бросать нужно именно в кипящую воду, для того, чтобы они не слиплись. Вареники проварились 2 минуты, можно их доставать, они готовы. Вареники получились нежные, мягкие, тесто абсолютно готово. Друзья, но на этом все. Мне понадобилось примерно 40-50 минут для того, чтобы от начала до конца приготовить эти замечательные вареники. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся, обязательно пишем внизу комментарии. Дальше только интересней.